Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро, диагностика пространства вашей реальности. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в реальности, в личной жизни, в отношениях, в работе, в бизнесе, в делах, в любой сфере, с родными, близкими, мама, папа, дети и так далее. И посмотрим, что за энергии доминируют в вашей ситуации, есть ли какой-то негатив, или, может быть, его наоборот нету. То есть попытаемся разобраться в том, насколько сильно эзотерика, магия и мистика влияют на вашу ситуацию в той или иной конкретной ситуации. Давайте сделаем все-таки по вариантам. Почему? Потому что если я сделаю потоковое чтение, вы запутаетесь. И мы сделаем, вы можете выбирать один вариант, два, три, может быть, все варианты, которые сейчас выпадут. Я не знаю, сколько будет вариантов, но вы выберете свой вариант, а порядок вариантов буду определять я. То есть, каким будет цифра 1, какой будет карта цифра 2, цифра 3 и так далее, выберу я. А вы привяжетесь к своей карте или к своим картам. В какой-то последовательности. Можно не в последовательности, а просто в порядке. Например, вы выбираете, к примеру, цифры 1, 2 и 3. Например, да? Вы выбрали цифры 1, 2 и 3, но вот какие именно карты будут отвечать за эти позиции, буду выбирать я. На основе интуиции мы посмотрим, что происходит, да? Потом мы посмотрим, как ваше физическое тело реагирует на ту или иную ситуацию. Посмотрим, какие энергии и, возможно, кто за этим стоит. Итак, вы настроились, выбрали свой один вариант или несколько, может быть, готовы послушать все. Я начинаю. Первый вариант. Первым вариантом будет эта карта. Для тех, кто выбрал цифру 1 или эту карту, слушайте. Смотрите, у вас ситуация может быть связана с женщиной. Если вы женщина смотрите, особенно если женщина огненной стихии, вы или кто-то другой, особенно если это жена, особенно если есть вопросы о магии или магического влияния, особенно если есть соперничество и особенно если у вас ситуация на работе. То есть вот эти все аспекты, вот что происходит, да? Все, что связано с женщиной огненной стихией, с треугольником магии и на работе. Как ваше тело будет реагировать, как ваши органы будут откликаться, может быть, какие признаки по здоровью вы будете чувствовать, или, может быть, какие-то ощущения в теле, да, необычные, например, ощущения. Все, что связано с мочеполовой системой, вы можете чувствовать. Также все, что связано с кровеносной системой, головным мозгом и невралгией, а также нейралгией. И все, что связано с связками и сухожилиями, да, вот так. Это суставы туда же, да. Но больше это все-таки связка. Давайте посмотрим. Вот то, что происходит в связи с этой женщиной, оно какие в себе несет энергии. Здесь доминирующая энергия пока что ярко выраженная огненная. Огненная энергия – это энергия управления, энергия власти
И может быть это энергия попытки влиять на ситуацию. Да? Давайте посмотрим, какие это энергии с точки зрения магии и мистики. Давайте смотреть. Ну, здесь смотрите, здесь расставание, поэтому какие бы это ни были энергии, но вас разъединяют. Это энергии разлучения. Это могут быть и рассорки, и это может быть разлучница. То есть смотрите, если у вас на работе вас выгонять могут с работы, выживать, в отношениях развод или разрыв отношений, ну и такое будет у вас ощущение раздрайва. Могут ли это быть магические энергии? Да, безусловно, и нужно быть начеку, если вы подозревали на себе магию. Да? Ну и давайте посмотрим, какая может быть непосредственно магия или кто и что за этим еще сможет стоять. Это чисто карты по магии. Ну, здесь больше, знаете, женщина все равно будет стоять. Это могут быть припои, опои, да. Могут быть окормы, опои, привороты. Привороты через жидкость, привороты через кровь. У нас тут кровь явно выражена, жидкость явно выражена. Кровь, жидкость. Ну и привязки различного рода, и отвязки от вас, и все, что связано с нарушением отношений в личной жизни и на влияние на ваш психоэмоциональный фон или ваше психоэмоциональное состояние в той или иной ситуации. То есть, по большому счету, например, на работе или в коллективе вас будут выводить эмоционально и вытеснять из пространства. А в отношениях будут делать все так, чтобы как ваш партнер от вас ушел, так или вы от него ушли. Или вы создали такую ситуацию, где вы друг от друга уходите. Ну, тут все-таки расставание. А вот эта вот карта, она и символизирует вам связи с отношениями, да, или связи с партнером. А вот эта вот карта, вот эти вот две карты, особенно вот эта карта, она об отпускании и о расставании. Ну, вот такая вот энергия, прислушайтесь, и это может быть как диагностика, даже вы можете сегодня смотреть этот расклад. Да. Следующий у нас расклад будет, давайте я положу так, чтобы не фонило. Расклад номер 2. Расклад номер 2 будет вторая карта. Здесь у нас десятка мечей. Это одна из худших карт вообще или худших ситуаций. Значит, смотрите, падение. Значит, у вас что-то резко оборвалось, прекратилось. Вы могли проиграть что-то, делали ставку на что-то, да, или надеялись на что-то, да, а оно не сработало. То есть у вас облом, резкий облом. Может быть такое, что уходят из жизни близкие люди, родственники и так далее. То есть происходит что-то, связанное с энергиями Мартидо, или происходит так, что либо что-то прекращается, либо вас просто вот кидает судьба или бросает судьба. Резко причем это происходит. Давайте смотреть, как реагирует ваше физическое тело. Реакция вашего физического тела. Смотрите, здесь может быть костный мозг, и я бы рекомендовал здесь сделать обследование, глубокое обследование организма. Особенно если чувствуете, что что-то не так. Особенно если падаете, бьетесь и так далее. Дальше. Здесь спинной мозг и костный мозг. Ну, это сами понимаете, что это и нейралгия, и онкология может быть. Но на уровне здоровья. Поэтому здесь что-то очень
ну, неприятности какие-то. То есть вы находитесь в очень сильном стрессе, по вам бьет энергия с очень, ну, большой силой, да, очень резко, очень дерзко, сильно, да, то есть удар на уничтожение идет вам по вашему физическому миру. Ну и здесь ухо, слух, ну, может страдать не только слух, но органы, там, среднее ухо, органы головы, а также может быть скакать давление, где, ну, вы то хорошо слышите, то плохо. Хорошо, давайте посмотрим, что это за энергия такая. Что это за энергия? Что за энергия? Здесь выпадает клевер. Клевер очень хорошая карта, и обычно хорошие карты, они не бьют, но это бьет по вашей судьбе, по вашей жизни, поэтому какая бы это ни была энергия, если вы действительно чувствуете удары, боль, падение, самочувствие плохое, чувствуете, что судьба или почва уплывает у вас из-под ног, ну, значит, это просто удары по вашей судьбе. Карта хорошая, но она в контексте очень тяжелых карт. Может быть, вы как бы упали и не можете подняться, не можете как будто бы свою судьбу возобновить или влиться в эту судьбу, влиться в какой-то поток. То есть вас вышибли, по сути, или вышибли, или вышибают из жизни, да, понимаете, или забирают удачу. Здесь может быть очень мощный крадник. Ну, давайте просто проверим одну карту. Но тут надо диагностику делать личную, потому что десятка мечей – одна из самых опасных карт. Ну и здесь, скорее всего, вы теряете работу, теряете производительность, может быть, теряете деньги, много работаете, мало зарабатываете, бизнес ничего не приносит или мало приносит. Но как минимум вы много работаете, но мало получаете. Ну, еще одну уточняющую и хватит. Здесь карта перекрестка. Перекресток, ну, он больше о выборе, и вам нужно принимать решения, и от этого решения зависит не только ваше будущее, но, может быть, и здоровье. Хорошо. Давайте посмотрим, что за магия, или какая энергия, или кто, что за этим стоит. Ну, смотрите, за этим стоит темная магия, да, и это, ну, темная энергия, направленная непосредственно на вас, скорее всего, это сглаз. Кто это может быть? Может быть и мужчина, и женщина. Давайте уточним больше, кто все-таки. Больше женщина, Беркана. Поэтому по руне Беркана, ну, я бы сказал, что женщина, как бы, ну вот если вас бьет кто-то, да, то женщина или женская судьба. Да, здесь еще может быть родовая программа по линии женщины, по линии мамы и бабушки. Ну и такое ощущение, что у вас происходит замедление реальности и остановка каких-то материальных процессов, в том числе и финансового канала. Здесь будет замедление. Ну, совет давайте посмотрим просто. Здесь очень тяжелый расклад. Ну, совет здесь надо работать с заклинаниями, с магией звука. То есть исцеление звуком здесь тоже может работать. Ну и вам, видите, здесь все-таки рука, да, судьба. Поэтому на вашу судьбу, смотрите, рука линии жизни и судьба. По вам нанесли такой удар, что вы перешли на другие линии судьбы или находитесь не на своих линиях судьбы. Здесь даже может быть подмена судьбы. Такой обряд есть даже, да, вот так. Поэтому рано или поздно вам нужно будет либо возвращаться на свою, как бы, судьбу, да, на свои линии жизни, либо перезагружать матрицу судьбы и вставать на свою новую судьбу, вот так, да. То есть не искать возврата в прошлое, а восстанавливать с нуля, с чистого листа.
Следующий расклад, давайте смотреть. Расклад номер 3. Эта карта будет. Ну, здесь что-то связано с движением и с обучением. Запомните, если вы куда-то двигаетесь, и движение для вас является важным моментом, и если вы чему-то учитесь, особенно, вы считаете, что то, чему вы учитесь, оно как бы что-то высокое, возвышенное или важное, да, или грандиозное. Вот насчет этого давайте посмотрим. Как реагирует ваше тело физическое? Как реагирует ваше физическое тело? Что вы будете чувствовать? Какими органами вы будете воспринимать? Легкие, дыхание. Возможно, вы учитесь, отвязываться от каких-то плохих влияний, плохих привычек, да. Кишечник у вас будет. Кстати, кишечник – это тоже связки идут. Это отпускание. Может быть, чего-то вы учитесь что-то отпускать, а здесь вы учитесь что-то не принимать в себя плохое. Это отпускать плохое, а это не принимать плохое. Почему говорю плохое? Потому что с плохой карты организм начал показывать, да? И у вас еще будет реагировать кожа. Различного рода аллергии, высыпания, зуд, покраснение, и прочие аномалии с кожей. Может быть, какие-то образования на коже, там, папилломы, например, или бородавки, или все, что связано с кожей наверху. Вот кожа, легкие, дыхание и кишечник. Желудок тоже, смотрите, там оно рядом. Хорошо. Какая энергия у вас влияет на обучение в этом процессе, на движение в этом процессе? Здесь самобичевание, и вы себя за что-то наказываете. Поэтому, возможно, например, вы курите, да, к примеру, да, это не обязательно курение, это может быть какая-то другая плохая привычка. Например, там кусаете щеки, ногти грызете, что угодно, неважно, плохая привычка. Вот вы этой привычкой себя просто наказываете. То есть это чувство вины работает у вас. Дальше вы можете проходить такой период, где наказываете себя за прошлые отношения и за ситуацию с окружением, с друзьями или с другом, подругой или с близким человеком. То есть это вы себя наказываете из-за окружающих. Слышите, да? И это влияет на ваше окружение в конечном итоге. И тут молитва. Если здесь магия, вряд ли. Что здесь есть? Магичит ли на вас кто-то? Вряд ли. Здесь идет у вас трансформативный процесс, где вы встали на путь духовного развития, в котором вы учитесь быть лучшей версией себя, отвязываться от каких-то привычек, становиться другим, по-другому реагировать на окружающий мир, просить у мира адекватное количество благостей и радостей по сравнению с тем, с которым вы ему отдаете. И вы меняетесь. Поэтому на вас никто не магичит. Продолжайте учиться, продолжайте трансформироваться и выздоравливайте. Возможно, какие-то один из этих органов или какой-то, или все три там, да, или в комбинации у вас сейчас страдают, но вы на пути исцеления. Хорошие карты в тенденции, а это освобождение. И смотрите, если вы все еще курите или есть у вас какая-то привычка, вы ее преодолеете.
курить вам точно не надо. Если есть какая-то привычка, сами напишите в комментарии и напишите, что вы ее преодолеете. Может ли это быть отношениями? Да. Давайте посмотрим, какие энергии могут вам еще помочь или что вам может помочь. Вам нужно продолжать то, что вы начали, продолжать учиться, продолжать движение и укреплять свою защиту. Обряд установки защиты или обряд обновления защиты, особенно если вы потеряли какой-то свой защитный оберег, амулет, вам необходим. Дальше. Вы сделали правильный выбор. И если вы сейчас беспокоитесь, или у вас есть бессонница, или у вас есть какие-то тревоги, это нормально, не переживайте, у вас все получится. Ну и смотрите, в конечном итоге все ваши действия или ваше обучение и ваша трансформация приведет вас там, где вас ждет любовь, как минимум к самому себе, а через эту любовь к самому себе вы познаете любовь к ближнему своему, как говорится. Следующая позиция номер 4. Давайте смотреть. Вот эта карта будет 4. Значит, ситуация касается мужчины, начальника, должности начальствующей, денег, здоровья, богатства, отношений с мужчиной, особенно если он телец чистый, или дева и козерог. Может быть что-то очень ценное в вашей жизни. То есть вокруг этого крутится ваша энергия. Вот как вы будете реагировать здоровьем, да, своим. Обратите внимание на излишность веса, да, на лишний вес или на его недостаток. Вот в этой комбинации больше будет излишний вес. То есть вы будете набирать быстрее, чем сбрасывать. Обратите внимание на селезенку и внутренние органы, аппендицит, желчный, поджелудку и так далее. То есть внутренние органы, которые находятся в районе 3 чакры. Ну и носоглотка, ну здесь все, что связано с лицом, носоглоткой и так далее. То есть может быть это аллергия, может быть это гаймориты, может быть это что-то с дыханием, обонянием или восприятием запахов или вкусов. Ротовая полость, глотка. Здесь тоже может как-то вам маячить о ситуации. Давайте смотреть, если в этой всей ситуации магические влияния. Если здесь в этой ситуации магические влияния. Но только если вас не преследуют какие-то духи, да, особенно те духи, которые обитают в каких-то пространствах, помещениях. Здесь может быть магия, если вы чувствуете, что у вас закрыта дорога к мужчине, к должности, к отношениям и к деньгам. То есть здесь может быть перекрыт как финансовый канал, так и канал отношений, закрытая дорога. Ну и третье, здесь есть бездействие, это больше о закрытых дорогах. Поэтому, если есть магия, она, скорее всего, выглядит как закрытие дорог и реализацию вас как пассивной личности. То есть вы становитесь такой безответственный, медлительный, безразличный, много кушающий, скорее набирающий вес, ленивый, да, впадаете в состояние прокрастинации постоянной, да, и, ну, как бы даже, может быть, перекладываете ответственность с себя на кого-то. И эти привидения, они, скорее всего, не о том, что у вас
кто-то живет в вашем доме, да, а о том, что вы ленитесь, а в своих неудачах и неуспехах обвиняете кого-то. Но эта пассивность, это лень и это прекращение отношений и замедление финансового канала, оно все-таки, скорее всего, из-за каких-то энергетических воздействий на вас, как перекрытие дороги. А бездействие и приведение – это только симптоматика. Да? Давайте посмотрим, кто за этим стоит. Кто за этим стоит. Первая карта говорит о том, что за этим стоит какой-то мужчина. Особенно если он маг или жрец, ну, например, священник, да. Второе, здесь магия свечей, поэтому, скорее всего, здесь есть магия, за которой стоит, скорее всего, мужчина. Ну и третья карта, здесь есть магия, и за ней стоит мужчина, который, скорее всего, либо работает через мастера, либо работает непосредственно сам на эту ситуацию. Может быть, ваш конкурент через кого-то работает, а может быть, работает тот, кто или тот, кому выгодно вас остановить и не допустить к чему-то ценному для вас. Здесь остановка и набор веса, но этот вес вам может превратиться в непосильную ношу. Ну и последняя карта, она, естественно, методом исключения выпала. И здесь прямо Луна. Луна – это говорит о темных энергиях, о мире загробном, да, или о мире мертвых, о мире теней, о мире привидений, духов. И может ли здесь магия быть? Да. Здесь идут энергии рода по матери, могут быть негативные родовые программы и любого вида магия, в том числе проклятие. Давайте смотреть, как может реагировать ваше физическое тело. Как может или будет реагировать ваше физическое тело. Может или будет, или уже реагирует, да? Но вы постоянно думаете об этом. И может быть голова болит, может быть мозг взрывается, да, то есть может быть внутричерепное давление. Или мысли постоянно темные, да. Вот такое. Могут быть тревожные состояния, панические атаки. Может страдать печень и желчный. Вы будете чувствовать в правой части, в правом боку тяжесть. Ну и здесь есть генетические заболевания. Эта карта больше говорит о негативных родовых программах по линии, прежде всего, матери, ну а потом уже и по линии отца. То есть здесь могут быть и родовые программы матери, материнская линия, и родовые программы отца в том числе. Но на первое место мы поставим материнские линии. Давайте посмотрим. Значит, смотрите, здесь и род играет роль, и родители как таковые в том числе. Но и посторонние люди тоже могут играть. Например, если вы с кем-то на ножах, как говорится, и вы знаете этого человека. Давайте смотреть, какие энергии тут. Ну, смотрите, здесь какие бы они ни были, эти энергии, прежде всего, они идут от женщины, то, что я и сказал сразу. Но они для вас являются опасными, они несут опасность потенциальную. Поэтому вот с этим раскладом тоже не надо шутить, как и с, там, где я говорил, где подмена судьбы. Вторая карта. Это может касаться детей и деторождения. Также это может касаться всего, что связано с генетическими заболеваниями, отклонениями, в том числе ДЦП. Ну и последняя здесь соперница. Тут, скорее всего, либо родовая программа матери срабатывает, где у мамы или у бабушки было соперничество, и тут может быть вплоть до родового проклятия, это может быть. Напрямую карта проклятия не выпадала, но она еще может выпасть тут, но оно здесь
идет, ложится в канву. Если женщины соперничали, то там по Луне могут быть самые худшие проявления. А так, в принципе, может ли здесь быть магия? Да, особенно если у вас есть соперница, если две женщины соперничают за кого-то или за что-то, особенно если вокруг детей, вокруг или играет роль ребенок здесь, да, имеет значение какое-то, или присутствует ребенок. Ну и давайте посмотрим, какие тут магии идут или какие энергии. Ну, здесь рогатый заяц, здесь нагоняют жути, страхи, поэтому вам будет и панические атаки, и сны, и измены могут быть, и, как просто вас будут запугивать постоянно, да, может быть, страшные сны сниться, или страшные мысли, или вам напрямую угрожать будут, да, опасность. Либо соперница будет угрожать, либо обстоятельства будут так складываться, что будут опасные ситуации в жизни. Ну и здесь новолуние – это магия кукол, новолуние, луна, здесь черная магия, здесь может быть любой вид темной магии, в том числе проклятие, к сожалению. Поэтому луна на луну падает, да, новолуние, луна. То есть здесь женщина. Больше здесь родовая программа все-таки по линии матери, чем отца. Тут мужчиной почти не пахнет, как говорится. Лишь только рогатый заяц. Ну и напрямую выпадает карта магического воздействия. Поэтому здесь можно допустить от проклятия до негативных родовых программ. И по сути здесь может быть полный перечень. Что больше, 50 на 50. Как родовые программы, так и какое-то воздействие. Может быть это и то одновременно. Да, но второе магическое воздействие будет порождено первым негативными родовыми программами. Будьте здоровы и услышимся. Все буде добре. До зустрічі. Па-па.